Всем доброй ночи. Решила все-таки снять еще одну работу, точнее лекцию «Вопросы ведьме» и мои ответы. У меня накопилось. Сегодня у нас, по-моему, 27-я часть должна быть, насколько я помню. И обсудим некоторые вопросы, которые, может быть, ответят вам на ваши вопросы, возникшие за время просмотра канала, да и вообще в течение жизни. И да, еще посоветую все-таки посмотреть всю серию этих лекций. Вопросы ведьмы, мои ответы. Там очень много полезного, нужного, что стоит знать в жизни. Как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности. То же самое в жизни. Иногда какая-то мелкая деталь, которую человек меняет в своей жизни, может поменять его жизнь полностью. Даже не 180, а 360 градусов. Поменять, обновить и дать ему возможность начать новую жизнь. Вот определенные вещи, какие-то неправильные поступки, неправильное поведение дома или какие-то предметы, которые не стоит дома держать, или не стоит делать так или по-другому. И вот это все может очень сильно влиять на судьбу человека. Стоит знать. Чем больше инструкций вы знаете по выживанию в этом мире, тем ваша жизнь более качественная. В отличие от других людей, которые постоянно решают проблемы, попадают в какие-то передряги и прочее. Итак, начнем. Первое, что я хочу вам сказать насчет пришедшей к нам с Запада идиотской, я бы сказала, традиции под названием гендер-пати. Я даже не знала, что это за хрень. Смотрю, там ура! Все орут, кричат, со свекровью ругаются, почему она обнялась, почему вот она опередила меня, почему муж там злится, что там розовый цвет, значит, шариков или что там. Короче, у него настроение испортилось, он хотел сына, а там дочка. Я думаю, что за дебилизм? Я не понимаю. Ты идешь к врачу, тебе делают УЗИ. Ты что, не знаешь, кто у тебя? Да вообще, каждая женщина знает, кого родит. Каждый, 99% женщин знают, кого родят. Мне говорили, ой, это девочка, девочки забирают красоту, меня рвало. Во мне было 43 килограмма почти. Я там просто вот еле ходила, еле доходила. Я не могла краситься, от духов рвало. В магазин заходишь, запахи, колбаса, еще что-нибудь, все время тошнит, рвет. Это был кошмар. И все говорили, что это девочка. Потому что вот девочка забирает красоту матери. Нифига подобного. Я говорила, что это мальчик. Нет, и живот что-то там, то ли круглый, острый, в общем, всякой херней занимались. Я говорю, у меня сын, я это знаю с первого дня. Как я поняла, что я беременна, еще до теста я поняла, что я беременна. Я просто один раз проснулась утром и поняла, что я больше не одна в этом мире, что нас двое, внутри меня кто-то есть. Вот, и об этом я потом как-нибудь расскажу. Я не хочу это выносить на всеобщее обсуждение. Но когда-нибудь расскажу. Если вы думаете, что я вышла замуж, как все нормальные бабы, родила, вы очень сильно ошибаетесь. У меня и в этом деле не так, как у всех. Поэтому, да, не будем об этом. В общем, вот. Я знала, что это сын.
И я знала, как я его назову. Поэтому мне никакой пати-мати не был нужен вообще никак. Ну, короче, я думаю, а как они не знают вообще пол своего ребенка и так орут, как визжат, как недорезанные, как будто первый раз в жизни услышали. Мне это казалось идиотизмом каким-то. Или они играют, или что. Оказалось, вон что. Значит, врач смотрит на УЗИ, определяет пол, но не говорит пол ребенка, пишет куда-то, кладет конверт. Этот конверт отдают организаторам праздника. И они организуют так, что если это мальчик, то торт разрезали внутри синий цвет. Если это девочка, значит, зеленый цвет. Или там шарик лопнули, там высыпались либо синий, либо розовый цвет. И вот так определяет, кто будет у них. Я считаю, это полный идиотизм. Какие-то чужие люди должны знать, кто у тебя в животе. Это во-первых. Во-вторых, наши предки были не дураки. Когда беременных женщин особо никому не показывали, когда беременность скрывали до того момента, пока невозможно было скрыть. Когда беременная женщина особо не участвовала, не ездила никуда на какие-то балы, мероприятия. Когда беременные женщины не ходили на кладбище, потому что это опасное место. Не пускали их на похороны, потому что могли сглазить. Потом, когда появился фотоаппарат, беременных женщин нельзя было фотографировать или снимать на видео. Считалось, что это очень опасно. Так и есть. Многие женщины, которые во время беременности позволили себя фотографировать или снять на видео, некоторые из них умерли, некоторые тяжело рожали и очень сильно искалечились, у некоторых дети родились больные. Нельзя никогда допускать, чтобы трогали руками живот. Могут твоему ребенку передать свою несчастливую долю. Люди хитрые, коварные, есть лицемерные, есть подлые люди. Начитали где-нибудь или научили где-нибудь? Ой, можно я потрогаю? Там я так люблю, когда ребенок шевелится. Вот она руками своими потрогала, бабка. Ребенок родился больной, а бабушка как это бегает, как огурчик. Вся такая из себя, нормально так выглядит, чем-то болела, излечилась, а соседская девчонка родила мертвого ребенка, например. Они не гнушаются, есть такие бабки, у которых совести нет. И поэтому огромная тупость еще нерожденного ребенка до такой степени открыто показывать его пол. Есть люди, которые не могут родить. Среди них есть много нормальных людей, а есть очень завистливые, которые тебе плохо, им плохо. Кто-то готов просто украсть чужого ребенка, лишь бы обмануть своего мужа, который хочет бросить ее, потому что она не может родить. Понимаете, до такой степени на все преступления. И вот ты приглашаешь таких подружек, соседок, знакомых на какой-то гендер-пати. Ради лайков, ради того, чтобы перед народом выпендриться. И твой ребенок, который еще не защищен от этого мира, уже узнали, что это мальчик, уже примерно узнали, как будут называть, уже тебя сфотографировали, сняли, уже там говорят, уже желают ему долгой жизни, а он еще не родился, его еще тебе не дали, а ты уже смеешь всему миру объявить, что это твой ребенок. А он еще тебе не дан, ты еще его не воспроизвела на свет. Он еще там находится. И таким образом глупые родители делают следующее. Они портят судьбу таких детей. Все дети, кому проводили этот гендер-пати и прочее, в дальнейшем имеют очень большие проблемы. Проблемы с законом, проблемы в личной жизни, проблемы с деньгами. Потому что вся отрицательная энергия людей, которые там крики, ор, узнали, кто-то радовался, кто-то не очень. Это все ушло на нерожденную душу. Далее. Есть еще другая идиотская схема, когда женщина рожает, и всей семьей, свекор, бабушка, дедушка, соседи, все заходят. Я считаю, что врачи должны гнать. Во-первых, антисанитария.
грязными руками трогают ребенка, роженицу, они могут занести все что угодно. Может, у человека краснуха, никто не знает. Вот он зашел поздравлять, поцеловал ребенка, ее, и что дальше будет? У него еще иммунитет слабый, и у него нет защиты. 40 дней не показывали младенца чужим людям. Пока 40 дней не пройдет, никому не показывали. Это правильно. У него формируется привыкание к этому миру, защита появляется и так далее. Что происходит? Тут же эти мамаши и роды, и все это фотографируют. Во-первых, у мужчин может начаться импотенция, это начнем с этого. Увидев, как выходит оттуда ребенок, у мужчин очень большой стресс. Во-вторых, у женщин во время родов, вы прекрасно знаете, что там только не происходит. И в туалет ходят там же, и все на свете. Это организм, физиология. Но врачи к этому привыкшие, а мужчина, который с тобой живет, у него может появиться к тебе отторжение, страх, чувство вины, потому что отчасти он чувствует себя виноватым перед тобой, ведь это с его участием ты забеременела, и вот ты так мучаешься. И прочее, и прочее. Это таинство. Женщина, чтобы родить ребенка, мужик не нужен там. Он мешает. Как правило, мужчины падают в обморок, им становится плохо. Приходится думать и о нем, еще его успокаивать. Мужчинам там делать нефиг. Это определенные таинства, которые должно происходить только с участием врачей и роженицы. Все, точка. И долгое время детей не показывайте. Выкладывать сразу в Инстаграм, еще куда-то сразу фотографируют, выставляют и так далее. Огромная глупость. Огромная глупость. Чем больше вы так делаете, тем меньше защиты у вашего ребенка в дальнейшем, тем меньше у него шансов хорошо жить и подняться в этой жизни. Понимаете как? Например, живот женщины, которые открывают, как там сережку ставят и так далее. Сейчас женщины думают, что чем более голые они выйдут, тем лучше, тем более... Наоборот, сексуальная женщина – это женщина, от которой идет эта энергия. Энергия секса. Это не обязательно, чтобы она там стонала или жопой крутила перед всеми. Нет. Она может быть очень строго одета в костюме, она может очень спокойно разговаривать, и вы в жизни не поймете, что этой женщины есть какое-то желание кому-либо. Она не покажет и виду не подаст. Но от нее идет эта энергия женственности, понимаете? Она женщина. Всей своей сутью женщина, и все. И вот та вот полуголая девка, у которой там все висит и все открыто, и ничего не надо фантазировать, все видно. Это она вышла себя продавать подороже. А здесь женщина, дама. И в древние времена в гаремах те наложницы, которые были для развлечений, которые не должны были беременеть и родить, их заставляли ходить с открытым животом. Им специально давали такие одежды. И постоянные взгляды людей на этот живот портили эту женщину. Она становилась бесплодной. Это знали в древние времена. Слово «живота» своего слышали когда-нибудь? У женщины вот центр ее женственности, древо жизни идет. Живот, не желудок, а живот. Вот там зарождается жизнь. Там соединяются все кровеносные сосуды, там самая сильная энергия, и поэтому постоянные взгляды на живот женщины, голый живот, портит эту женщину, портит ее жизнь, портит ее рождающую функцию. Она может родить или больного ребенка, или мертвого, или выкидывать все время, или вообще стать бездетной. Поэтому не увлекайтесь. Не выставляйте на показ все это. Конечно, хочется иногда поделиться, хочется показать, какого пирожочка ты родила, какой он хорошенький. Это для тебя хорошенький, пусть таким будет. Покажешь еще, никуда не денется, ничего не случится. Если чуть позже покажешь, люди и так понимают, что у тебя маленький ребенок. Но вот это вот выкладывать
Все это И согласитесь, весьма несимпатично и неприятно видеть беременную женщину с этими пролежнями, с этим висящим животом. Неприятно. Это должна быть мать, понимаете, мать. А не какая-то шалашовка с этим пупком, который вываливается. Это противно смотреть. Это, неприятно смотреть. Приятно смотреть на беременную женщину, которая одета. Идет по улице, она беременная. Вот когда я была беременна, я все время видела беременных. Сейчас хоть убей, ни одну не вижу, не могу увидеть. А когда я была беременна, мне все время навстречу шли беременные. Я думаю, да что ж такое? Оказывается, у нас мозг так устроен, что мы вот в каком положении находимся, как там рыбак рыбака, мы видим таких же. Конечно, и сейчас проходят беременные женщины, но я их не замечаю. А тогда мне казалось, что весь мир беременный, как и я. Все время. В день по 20-30 женщин беременных мне встречались постоянно. Где они их находились, не знаю. Вот поколение моего сына. Сейчас они вместе выросли и живут в одном пространстве, скажем так. Понимаете? Вот таких беременных женщин приятно видеть, потому что ты понимаешь, что там новая жизнь. Уступаешь место или там мимо проходишь, стараешься как-то бережно, чтобы не коснуться и так далее. Уважение к новой жизни, к женщине, которая носит эту новую жизнь в себе. А когда женщина вот так вот открытой вот этой, и трусы еле закрывают там нижнее место, извините меня, это все вываливается, и здесь уже у нее вот эти вены надулись, это мерзко. К чему это? Кому это интересно? Мужчинам это нафиг не надо. Мужчины такие не смотрят, им это не интересно. Они не поймут всю тяжесть беременности. Им вообще это не интересно. Они по-другому созданы. Мы разные, не понимаете. Мы никогда не будем одинаковы. Мы думаем по-разному. Мы обижаемся и говорим, не буду разговаривать, не буду есть, пусть он чувствует, что я обиделась. А он думает, наверное, опять на диету села, ладно, не буду настаивать, пускай не кушает. Пошел, лег, телевизор смотрит, а мы обиделись еще больше, потому что не заметили, что мы обиделись. Я повернулась посмотреть, да, не повернулся ни он, чтобы посмотреть, не повернулась ли я. Для них это не важно, это нехорошо, конечно, что наши некоторые чувства, желания для них не важно, но они так созданы. И поэтому для кого эта женщина вот так выставляет свой живот? У нее будут тяжелые роды, долго будет восстанавливаться, и у ребенка могут быть проблемы. Поэтому этот гендер-пати изначально, это как проклясть своего ребенка. Просто дать на растерзание. Второе. Цветы на свадьбе. Прекращайте кидать эти цветы на свадьбе. Есть различные варианты и объяснения, и каждый из них не самый лучший, скажем так. Но есть более древние объяснения. Эти цветы отдавались злым силам. Когда это еще с шумерских времен, это не европейская традиция, это потом туда внедрили. Когда девушка выходила замуж, она отдавала цветы, слезы цветов и жизнь, и энергию цветов, жертву злым силам, чтобы те не мешали праздновать праздник, чтобы ничего не случилось во время бракосочетания. Люди боялись, скрывали дату, не говорили до последнего, чтобы никто не сглазил. Это все было очень интимно и очень, скажем, скрыто, опасно, чтобы никто не испортил, потому что брак считался очень важным, чуть ли не самым важным моментом в жизни человека. И наговаривали на цветы, отдавали цветам все свои бедствия, все свои слезы, все, что было, все проблемы, чтобы с цветами вместе и энергией жизненной силы цветов отдать злым силам жертву и все, и отделаться, откупиться от них. Это как откуп. И когда цветы кидают, и эти цветы ловят другие девушки,
Они забирают все. Сейчас, конечно, никто не говорит, ничего там не передает этим цветам и не желает никому ничего плохого, естественно. Просто кидают эти цветы, как традиция. Кто поймает, та, значит, следующая будет замужем. Заметьте, все, кто поймал эти цветы, ничего хорошего в жизни не случилось. Даже если вышли замуж, разводятся, счастья нет, измены и все такое. Вот просто отследите этот момент, когда ловят цветы. Мне все время, когда, ой, пойдем цветы, я говорю, я не люблю этот идиотизм. Я еще не скажу, что я знала это, потом начала изучать, понимаю, но мне это не нравилось изначально. Что за хрень? Как будто голодные вы все там, да, кое-чего, понимаете, прям бегут, ой, бьют друг друга, дерутся из этих цветов, там, проклинают. Ну, что вы за позорище? Такие цветы поймала моя сестра, вскоре вышла замуж, развелась, и очень болезненно развелась, и много чего плохого произошло в ее браке. То есть, и все вот, кого я знаю, кто вот так вот любил ловить цветы, ничего хорошего не случилось. Но эта традиция, знаете, вот я смотрю, да, у нас человечество как стадо. Вот один сделал, и все бегут. Я лично, например, люблю традиционные свадьбы. Меня раздражают эти все конкурсы какие-то. Ладно, если тамада интересно там ведет, но вообще раздражает вот эта хрень. До аморальности доходит. Имитируют половой акт. Какие-то резиновые члены выставляют, что-то там делают, что-то там учат девочек на бананах, как тренироваться. Это отвратительно. Ты смотришь на это все и думаешь, вы себя не уважаете совсем. Если бы мне предложили такой конкурс или там какую-то такую игру, честное слово, я бы такую оплюху дала бы этому тамаде, что он бы летел долго. Но это отвратительно. Согласитесь, неприятно. Одно дело там какие-то интересные вещи, народные традиции, но они не утруждают себя. Они просто берут готовый сценарий и по-одинакому. И почему-то народ так любит, чем отвратительнее, чем похабнее, тем лучше. Поэтому не люблю это. Я люблю сельские свадьбы, честное слово, без выпендрежа, без того, что все килограммами золота сидят и смотрят в камеру, боятся есть. Все своих дочек привозят туда, как на базаре, показать, выдать замуж, подороже продать там богатым, пузатым цеховикам, которые там сидят за столом. Не люблю. Сейчас свадьбу превратили в какой-то фарс, цирк какой-то. Там никто действительно не веселится. Там сейчас соревнования, у кого платье дороже, у кого прическа выше, у кого больше бриллиантов, кто на более крутой машине приехал, у кого там дочка красивее, у кого подарок круче. Это не то. Это показуха уже, нету там искренности. Поэтому постарайтесь вернуться потихоньку к истокам. Они более интересны. Этнические свадьбы, национальных костюмах свадьбы. Интересно. Уже этими бриллиантами и киданием букетов никого не удивишь. Эти шоколадные торты. Я смотрю на это все. Честно, мне стыдно иногда за человечество. Чем шикарнее свадьба, тем несчастнее будет жизнь. Это знайте, потому что во всем есть мера. Боги не любят, когда люди переходят грань и мнут себя, мнят себя богами. Уже устала сказывать. Мнят себя богами. И считают, что они имеют право более шикарно, чем, знаете, прям божественно все это делается. И бьют эти шоколадные фонтаны. И все это испортится, или официанты заберут куда-нибудь. И ты понимаешь, что на улице есть люди, которые голодные. Недавно смотрела из Австралии или откуда там видео. Бездомный мужчина, худой такой, сидит в старье, в общем, просит есть. И ему там что-то дали, он купил с собакой питбуль.
И он этого пита так обнимает, целует, как ребенка, с ложки кормит. Он сначала его кормит, потом сам ест. И смотрю и думаю, ведь есть люди, которые каждый день 1 000 000 рублей оставляют, это так по скромным подсчетам, оставляют в ресторанах, да, не знаю, кидают эти деньги, раздают. Ну, сделайте доброе дело, чтобы ваше богатство вам простилось, и чтобы когда-нибудь, когда вы уйдете с этого мира, а вы вечно жить не будете, ваши деньги вас не спасут, чтобы там сказали хотя бы, да, может быть, ты и совершал какие-то поступки, потому что архибольшие деньги, ну, не делаются без преступности, понимаете? Обязательно там что какие-то махинации, кого-то убрали с пути, кого-то предали, кого-то кинули. И вот так заработали люди миллиарды. И хотя бы сделайте доброе дело, чтобы завтра, ну, просто не стыдно было смотреть в глаза своим предкам, когда туда уйдете, что вы, может, и сделали нехорошие поступки, но вот и много хорошего. И я думаю, вот была бы возможность купить этому человеку хоть какой-нибудь домик с этой собачкой. Честное слово, я бы это сделала. Так жалко, потому что ты видишь, что это хороший человек. Так получилось в его жизни. Не знаем, что там получилось, но его забота о человеке, то есть о собаке, такая вот трепетная забота говорит о том, что у него чистая душа. Вот. А шики, блески, свадьбы, на кораблях свадьбы, еще куда-то. Лишние затраты. Я и дома говорю детям. Я говорю, ребята, просто не нужно. Я понимаю, молодые, они хотят как-то вот, ну, скромно, со своими собраться. Хочешь там фату надеть, надевай. Какая разница? Гостей 30 тысяч или 30 человек. Свои, которые желают тебе всего хорошего. Это раньше были обязаны люди делать большие свадьбы. В селениях там обязательно никого не приглашали. Все приходили сами. И в селе всегда делали большую свадьбу. Так было принято. Палатки там эти все привозили делать. Целую неделю готовились к этому. И до этого откладывали деньги, чтобы все было как положено. Но в любом случае, все, что было дома, ставили на стол. Что-то покупали, лимонады, еще что-то там. Но, в принципе, все было свое. Деревенские свадьбы, все свое. Осенью делали, когда продуктов полно. Соленья там какие-то, мясо, коптили, что-то еще. То есть, ну, не было вот это вот шоколадные фонтаны должны бить, еще что-то. Это считалось мещанством, это никто не уважал. И никто бы не ценил это все. Ценили настоящее слово, наставление, любовь и так далее. Показывали этим молодым, насколько важно, то есть вот таинство этого брака уважалось. Человек понимал, что на нем лежит ответственность. Ты семью создал, и ты не на 2 дня. Ну и, как правило, в селе всегда выходили замуж по любви, как правило. Сватали, конечно, но в любом случае люди друг другу нравились хотя бы изначально. Те, которые выдавали своих дочек за богатых, лишь бы получше продать, они не особо, скажем так, пользовались уважением. Поэтому это сейчас кто более порочный, тот молодец. Тогда это было не так. Старайтесь свое время, свои деньги и возможности и свою жизнь потратить на то, что действительно стоящее. Итак, пойдемте далее. Так, вопрос. Ведовство существовало испокон веков. Откуда ведьма, не имея возможности читать книги, черпала свои знания? Как развивала свои навыки? Хороший вопрос. Дело в том, что книги, знания дополнительные, сейчас интернет,
это все помогает, направляет в нужное русло больше твои мысли. Да, какие-то новые знания дает, естественно, книга. Но в основном то, что ты уже знаешь, получаешь, более глубинно дает тебе возможность изучить, понимать. Но изначально ведьма, если это родовые ведьмы, они получают от своих бабушек знания. Вспоминая какие-то моменты жизни. Вот как ходили, заговаривали. Вот мне было там 5-6 лет, я помню, что мы ходили к нашему родственнику, у него мать была сестрой моего деда, я рассказывала. Люсине ее звали. А нет, Люсине это их сестра еще одна. Неважно, как там звали. Это Ремсо, но не переводится так, чтобы я могла вам объяснить на русский лад, как бы это звучало. Рипсиме, Ремса. Да, переводится. Фёкла, кстати говоря. Так вот, она занималась ведовством. Просто 2 сестры были у моего деда, и та, и другая. Поэтому я, может быть, путаю, старая история. Муж запрещал. Мужа предупреждали, приходили во сне, он все равно запрещал ей заниматься этим. Тогда он умер молодым. Летом прямо возле дерева ударила его молния на таком ровном, равнинном месте. Он умер. Потом пришел кто-то, старик во сне, к ее сыну и сказал, что твоего отца убил огонь, а ты огнем лечить будешь. И он говорит, что я могу? Я же не знаю ничего. Мне ничего никто не передавал вот насчет лечения. Ему сказали, пойдешь в это место, найдешь там камни. Оказалось, это кремний. И к нему все время приходили во снах, видениях, показывали, как лечить, какие слова говорить. Он все это записывал и лечил. Лечил кожные заболевания, лечил варикоз, лечил там анемию ног, лица очищал, все такое. Ну, в общем, он лечил. Он просто бил эти кремнии друг от друга, вылетали искры. Он что-то говорил, шептал, поплевывал в сторону, в общем, вот так вот. Он и меня лечил, когда на меня вот такая вот жирная гусеница зеленая упала. Мне прям сейчас, даже сейчас плохо. Она упала, сволочь, с дерева, вот это вот жирная и пушистая. Знаете, да? Она на меня упала, я как зару. В общем, меня отвели, он этими искрами лечил. Второй раз его не было, он куда-то поехал надолго. У нас тутовник был, а там эти вот гусеницы обитали. Их не сразу видно, они на листьях. И мы играемся, и что-то там туту рвем. Это шелковица. Опять падает эта гусеница на меня. Тоже, по-моему, зеленая такая, огромная. И вот тогда у меня высыпание было еще хуже. Красные прям аж язвы пошли. И пошли, принесли землю. Могильной землей меня измазали и намазали. Это все высохло. Меня посадили, и на несколько часов оно высохло. Оно как глина была. В общем, что там начитали с этим. И меня искупали. И вот оно вот с этим всем просто убрало это, сняло с меня. Да, могильной землей. Потому что знали, как надо делать, поэтому это было не опасно. И вынесли это, вылили далеко от дома эту воду в этих ведрах. Потом моя бабушка унесла вот эту вот лоханку, в которой меня купали, и она унесла вообще, выкинула. Сказала, что его использовать больше нельзя. С ведрами вместе, по-моему, выкинули. Потому что там
ну, водой смыли, но это могильная земля. Это прошло. Вот пример. Необразованный человек, крестьянин, получил вот такое во сне задание. Принеси лечить. И там говорится, ну, он спросил, а как я могу? Я ничего не знаю, мне никто ничего не передал именно вот в этой сфере, потому что его мать лечила травами-то, но это не знал вот такое. Они сказали, ты пойдешь, принесешь, и говорили все, что говорили. Он делал, и он лечил людей. Он не читал, у него не было тогда интернета. Ни у кого из нас не было. Один пример. Второй момент. Все люди, которые обладают этой силой, особенно если это по роду передается, они за свою жизнь встречают наставников. Это не те, которые курсы там какие-то и наставниками себя величают. Нет, это люди, которые чаще всего на закате своей жизни. Они передают свой опыт, свои тетради, свои наработки. Ну, мы их потом называем книги теней. И уходят. Потом другие встречаются. Так что те, у которых не было возможности с книг научиться, либо у бабушек учили своих, и наставники, но еще мы не забываем духовную сферу внутри. Это как чип, заложено в голове, и родовая сила, которая из бабушки выходит после того, как она ушла, и переходит к тебе, она начинает тебя учить. Весь этот опыт через сны, через видение, через внутренний голос. Но если ведьма еще и грамотный человек, начитанный, может донести свою мысль, и до многих вещей доходит сама, и это замечательно. Вот откуда мой дед мог знать, полуграмотный человек, там 4 класса образования он закончил, и потом, значит, уже не было у него возможности учиться. Дети были маленькие. У нас в селе было 4 класса. Эту школу открыл мой прадед, бабушкин отец. Потом добавили еще классы. Это его, то есть его заслуга. Он съездил в Тбилиси, там все разрешение получил, учителей выписали в наше село и все такое тогда. Это приветствовалось, чтобы люди были образованы. И открыли эту школу. Ну, 4 класса сколько было, он столько сходил туда. Он просто умел писать, читать, да, но он писал огромные... Мне так жаль, вот кто-нибудь бы туда поехал, я попросила все привезти, и альбомы, и его эти все тетради, там написано его рассуждения о Боге, о Вселенной, как это создано, слышит ли нас там, есть ли там миры. И понимаете, вот то, что я говорю, это всего лишь генетическая память. Продолжение дела моего деда. Если бы у него были такие возможности, как у меня в наш век, он был бы известный человек. Но через меня он осуществил свою мечту. Его философские размышления и прочее продолжила я. И в моих книгах, моих трудах, вот его желание постичь это все я постигла и рассказала людям и миру и так далее. Вот откуда он мог знать, откуда у него это было? Во-первых, это дано. Во-вторых, это пытливый ум. Это ум любопытный. Когда человек хочет понять, хочет по-другому, хочет испытать. Никогда не обманывайте своим прошлым. Вот знаете, это ловушка, когда человек, например, работал в хорошем месте, и потом так получилось что-то в жизни, ему нужно по-другому. Ему нужно начать с этого. Вот у меня, например, так получилось, что я в школе работала учителем, все. Но постоянно не то, что проблема, а просто то временно, то нету, то сокращение. Попадали под сокращение.
то выталкивали меня оттуда. В общем, мне не давали официально работать, а я была учителем, меня дети любили. И так получается, что я работаю в музее, провожу экскурсии, но мне этого недостаточно. Ни в материальном плане, ни в плане карьерном, потому что я понимаю, что я больше могу. А это не то, что я хочу. Да, люди довольны, благодарны, но все равно. И мне все время кидали вот в этот огонь и воду, чтобы я именно магией только занималась. Ко мне приходили, конечно, я помогала, но у меня не было намерения вот профессионально прям туда уйти, в эту сферу. Просто умею, знаю, могу помочь. Ни в какую, понимаете, меня просто толкали туда. И вот я почему говорю о прошлом, что это капкан. Не надо себе говорить, мне разве положено, я учитель, я выигрывала какие-то конкурсы для школы, я там тендеры какие-то выигрывала, я не знаю что, мне там медаль есть, меня хвалили, я должна теперь сидеть, значит, и заниматься какими-то проблемами людей. Я не хочу вот именно вот. Я хочу состояться как историк, мне это дано, у меня интеллектуальная сторона. Нет. Иногда надо заниматься тем, чего ты сильно не хочешь, но куда тебя толкают. Это твое. Я вам хочу сказать, что люди зачастую выбирают профессию и остаются в той сфере, которой они боятся. Для того, чтобы эта сфера их не коснулась, они становятся частью этой сферы. Знаете об этом? Дети становятся врачами, потому что ужасно боялись в детстве, что папа умрет. У папы там сердце болело, папу оперировали. Ребенок говорит, я хочу стать врачом, чтобы вот моего папу не спасли, а я хочу спасти других людей. У ребенка внутри страх перед болезнью, неизбежностью, перед смертью. И дабы этого не случилось, она хочет сама стать врачом, если что случись, помочь своим близким, родным и себе. Вот этот страх его толкает стать частью вот этого всего. Многие писатели совершенно не ораторы в жизни. Разговаривают, заикаясь, тот же самый Шолохов. Он заикался, он не мог говорить, у него внешность была такая нелепая, точно не герой-любовник. И он стал писателем, чтобы суметь общаться с людьми не через разговор, а через книгу. Никулин стал актером, когда его спросили, он ужасно боялся толпы, боялся мальчиков, компании мужской. Он ужасно боялся. И для того, чтобы преодолеть этот страх, он начал общаться с публикой. Человек, который идет в полицию, с детства боялся полиции, боялся карательных органов. Он идет, становится частью этой системы, чтобы не бояться, чтобы чувствовать себя защищенным. Потому что он уже часть этой системы, она ему не навредит. Ему так спокойнее жить, понимаете? Поэтому иногда то, чего ты боишься, и кажется, что это не твое, и кажется, что это не изучено тобой, и ты не сможешь, и это может тебе навредить, вот возьмись именно за то, чего ты боишься. Это и есть твое. Чаще всего. Женщина, значит, у нее была густая растительность, и на руках там, в общем, и она очень боялась, что если об этом станет известно, носила длинные платья, она боялась, что если об этом станет известно, то над ней будут смеяться, мальчики там не будут с ней, значит, мужчины знакомиться уже. Чем вот она взрослела, тем больше для нее это был комплекс. И для того, чтобы это устранить, она придумала из меда, там еще что-то, в общем, что-то перемешала и сделала какое-то там средство
для депиляции, которая сразу убирает. А потом запатентовала и начала это продавать. А потом начала заниматься косметикой. А потом начала, значит, выпустила свою серию косметики и так далее. Я не помню, как там звали. То есть то, чего ты боишься, оно тебе не просто так дано. Вот этот страх не просто внутри. Тебя толкают изучить это, чтобы больше не бояться. Если ты чем-то болеешь, изучи эту болезнь настолько досконально, чтобы знать больше, чем врачи. Никогда не прячьте голову в песок. Проблему надо решать. Но прежде чем решать, надо ее изучать. Полностью понимать, о чем эта проблема и что это может, к чему может привести, и что может быть в итоге и так далее. И когда ты эту проблему полностью изучаешь, она перестает быть опасной. Но никогда не попадайтесь на вот эту ловушку. Я там получала такие деньги, я была такая уважаемая, с чего я должна сейчас этим заниматься, почему я должна... Нет, надо. Начни что-то новое. Начни что-то такое, раскрой для себя то, что для тебя еще не опознано, и увидишь, что вот именно здесь твое место. Далее. Может ли ведьма существовать вне социума? Если да, то какой в этом смысл? Некоторое время может существовать вне социума, когда уходит, чтобы отдохнуть от людей, набраться сил, для себя что-то сделать, переосмыслить свою жизнь. Ну, а так нет, потому что она пришла в этот мир, и эту силу дали ей для того, чтобы она помогла людям. Эта сила не ей принадлежит, чтобы она сказала, вот я так решила, больше не хочу, все, я пойду себе отдохну вне социума, от людей подальше, мне так хочется. Не дадут, нельзя. Вернется. Другой вопрос, что она живет обособленно в своем мире, особо у нее небольшой круг общения, она не очень любит вот эту толпу и прочее, прочее. Это да, это есть. Она должна уединяться с собой и восстанавливаться. В общем, ей не нужно разбазаривать свои силы, знакомства, еще что-то там, но именно вот уйти где-то вообще обособленно жить, некоторое время, да, допускается, потому что устает она, может уйти, немного вернуть себя к жизни. Может уйти на старости лет, когда устала от всех, больше не хочет ничего делать, передала свое дело кому-то, ушла. Или не передала, передаст перед смертью. Так тоже возможно. Но это, вот непосредственно перед уходом несколько лет до этого. А так нет. Дальше. Почему на долю многих ведьм выпало немало испытаний? Почему силы сразу так, как только ведущий человек начал применять свои способности, не окружили его заботой, не оградили от всех напастей? В чем замысел? Хороший вопрос. У меня есть лекция, называется «Почему ведьма страдает?». Некоторые абсолютно далекие от магии люди говорят абсолютную чушь. Вот ведьма, она... Пусть он меня отвлек. Итак, создается такое мнение, точнее, проталкивают такое мнение всякие профаны, что ведьма должна быть счастливая женщина, здоровая, никаких проблем у нее не должно быть в жизни. Хотя даже у обычных людей полно проблем. Нет таких людей, у которых нет этих проблем. Прям здоровая, как корова, веселая, радостная, богатая, все хорошо, замечательно, и она ведьма. Да такая тупизна. Пока человек не пройдет трудности в жизни, он не научится понимать, сочувствовать другим.
Потом, вот у тебя там богатый муж, богатые родители, ты здоровая, веселая, счастливая. Нахер тебе интересны чужие проблемы? Вот по-хорошему. Зачем тебе это надо? Наоборот, пройдя много боли в этом мире, появляется у человека желание помочь другим, потому что знают, как самому было тяжело, как было больно в тот момент, когда некому было. Точнее, никто не хотел помочь, и никто и не собирался. И ты не просила ни у кого помощи, никого не беспокоила. И пройдя это все, ты понимаешь любого человека. Пьющие там родители или семья, или отец. Понимаешь, о чем речь. Не было любви в детстве, прекрасно понимаешь. Мужчина вел себя отвратительно, подло. Замечательно понимаешь. Работала на 3 работах за копейки, понимаешь. Прошла боль, прошла преследование, прошла смертельные болезни. Всех способна понять, потому что тебе дали эту школу жизни. Дело в том, что за тобой наблюдают. Они никогда не дадут тебе упасть. Но сталь именно так и закаляется, и человек в том числе. Под большим давлением алмаз превращается в бриллиант. Не может человек, который не прошел трудности, у него не будет ни мудрости, ни сочувствия, ни понимания. Если у него в жизни все было хорошо, замечательно и прекрасно, он не понимает, что такое боль, разочарование, голод. Если он не голодал, он не знает, что такое голодная собака на улице, которая ходит бедная, обнюхивает пакеты. Понимаете? Ты поймешь, потому что когда-то ты голодала. Ты знаешь, что такое голод. Пожалеешь ее, покормишь или заберешь к себе. Милосердие начинает в человеке проявляться только после того, как он прошел вот это вот духовное очищение, вот это чистилище своей души сквозь страдания, боль, предательство. Есть древнеримская поговорка, когда человек приходит к Богу, Верховному Богу, не к тому, о ком мы сейчас подумаем, и говорит: почему я все время одна? Почему ты мне не помогаешь в моих делах? Почему ты меня не спасал, когда мне было больно? Он говорит: посмотри на песок. Видишь мои следы? И человек возражает: это не твои следы, это мои следы. Нет, говорит Создатель неба и земли, это мои следы. Как они твои следы, если там одни следы? Это, говорит, я тебя на руках несу. Понимаете? Ведьме дают возможность пройти ад на земле. Это нужно для того, чтобы ее душа поднялась на более высокую планку. Если ведьма не озлобляется, если она сильная, становится сильнее. И так и происходит, потому что у нее определенная миссия на этой земле. Они следят за ней. Вот как ребенка отправишь куда-нибудь и следишь тайком, посмотреть, чтобы ребенок не упал, не споткнулся. Ты ведешь взглядом ребенка, пока ребенок пойдет, выполнит какое-то задание, да, что-то куда-то положит и вернется. Под твоим пристальным взглядом то же самое. Ведьме не дадут пропасть, ей помогут. Но любая ведьма на этой земле прошла свою долю страданий. Она должна понять, что такое нападение сил, темных сил или злых сил. Они не одно и то же. Все начали как попугай повторять, что темное, черное это не зло. Молодцы, вы хорошо усвоили мои уроки, да. Но среди темных сил есть и злые силы.
светлых сил вообще априори в природе не существует. Это так символически делит. Тьма от слова множество. Множество тайн. Закрытые тайны, сакральность. Но не зло. Есть темные силы и очень темные силы. И очень злые силы. Злые силы, конечно, на нее нападают. Конечно же, определенные силы, которые не очень хотят ее рождения и преследуют ее, и с малых лет пытаются ее уничтожить. Она не должна познать ни любви, ничего. Она не познает это все. Она не познает. Она очень сильный человек. Ей дают все материальные блага, компенсируют уважением людей, где-то страхом, где-то перед ней там поклонением ей и так далее, и так далее. Но, скажем так, счастливой доли у нее нету, потому что она необычная женщина. У него совершенно другая должна быть жизнь, как не у других. Это не шоу ведьмы. Им нет необходимости ходить куда-то на поклон, где-то что-то доказывать. Для нее это унизительно, она этого делать не будет. У нее нет ни желания, ни времени. Ей вообще это не интересно. У нее может быть специфическая внешность, необычная. У нее может быть ведьмы, они, как правило, уставшие, временами выжатые, как старухи, временами моложе выглядят, потому что жизненная сила через них проходит, восстанавливаются. На них, как на собаке, все заживает. Они не любят толпу, они не любят тупой толпе объяснять, почему они такие сики. Поэтому вот эти вот все шоу-маги, которые по всяким этим передачам ходят, всем кланяются, пытаются заслужить там внимание, что-то. Ведьме это не нужно, она любит уединение. И вот даже вот, например, я с вами говорю, но я одна сейчас в комнате. Это потом, когда я загружу, посмотрят там 20-30 тысяч человек, больше. Но сейчас, в данный момент, я сижу одна со своими мыслями. Я понимаю, что потом вы посмотрите, я уже буду по ту сторону экрана. И как бы я дам вам возможность размышлять над тем, что я сказала, но это будет потом. А в данный момент я одна, и она не любит толпу. Она, ну, это не нравится ей. У нее не типичный график, чтобы там во столько-то вставать. Она сама себе хозяйка. Вот как кошка сама по себе не любит она подчиняться кому-либо, каким-то устоям, каким-то... А вот эти все товарищи, которые шастают по всяким этим шоу, пытаясь урвать какое-то внимание, мне их жалко. Нет нужды кому-то что-то доказывать. Со временем, чем старше ты становишься, тем более плевать тебе вообще. Кто тебе верит, не поверит, верит, не верит. Потому что ты работаешь с человеком непосредственно. Ты видишь результаты своего труда. И ты знаешь, что этот человек тобой доволен и благодарен тебе. А там какая-то там тетя Маруся из Кукуевска говорит, что вот ведьма должна быть такая, она должна быть сякая. Мне вообще чихать на ее мнение. Пусть она так и думает. Пусть она думает, что ведьмы должны летать на метле. Пусть ей кажется, что ведьмы должны быть, не знаю, краснодевицы какие-то там с идеальными фигурами и метровыми этими когтями. Понимаете? Вообще чихать на нее. Поэтому доказывать кому-то ничего не надо, но я говорю, что вот это такая тупизна, что ведьмы должны быть защищенные. Если она настоящая ведьма, у нее не будет никаких проблем в жизни. Если она настоящая ведьма, у нее не должно быть никаких трудностей. У нее не должно быть в детстве ничего плохого. У нее не должно быть, не знаю... Слушайте, вы
Даже у детей олигархов есть какие-то свои проблемы, и даже у них не безоблачная жизнь, собственно говоря. Уж тем более у человека, который должен понимать и принимать, и пропускать сквозь себя все человеческие бедствия, чтобы у него все было замечательно изначально, никаких проблем. Тогда откуда у него мудрость появится? Мудрость появляется с трудностями, когда ты решаешь проблемы. Одну проблему решила, прошло. Вторую проблему решила, прошло. И вот так вот до бесконечности. Решаешь трудности, проблемы, и приходит мудрость, приходит опыт и прочее, прочее. Нет, она родилась, прямо вот в роддоме сразу ее окутали в соболя, дали золотую ложку. У нее были дворцы, мраморные фонтаны, прислуга, я не знаю, там на серебре и золоте приносили еду, у нее все было замечательно, и в какой-то момент она поняла, что она ведьма, должна помогать людям, а сама такая вся здоровая, веселая, и муж хороший, и дети здоровые, и родители богатые. И все у нее хорошо, и купается в роскоши, и все замечательно. Только один вопрос. Нахера ей нужны чужие проблемы, если у нее в жизни все замечательно, хорошо, да ей чихать вообще на проблемы. Она даже не понимает, что такое проблемы, что такое бедствие, что такое, то есть душевная боль, что такое одиночество годами, что такое хоронить близких и родных, что такое голодать. Вот ничего она не знает, и она будет сидеть и вот принимать, и выслушивать. Ей это надо вообще. Вы когда говорите такую тупость, сделайте так, чтобы не становиться клоунами. Вот что я скажу. Наверное, на этом все, друзья мои, на сегодня. Уже выдыхаюсь. Еще раз говорю, что тем, кому я не ответила, я потихоньку отвечаю. Мне очень много просто пришло СМС. Аж чуть ли не знаю, 1000 с чем-то, что ли. И, просто вот физически я устаю. Постепенно всем отвечу. В ближайшие дни все скажу, всем отвечу и поставлю точку в этом вопросе хотя бы. Всем удачи!